Всем привет. Солнце светит, отсвечивает. Всем доброго дня, доброго вечера. Время у нас 16:36. Сижу. Вернее, валялась сейчас. Теперь села я. Сижу, мечтаю. Ай, блядь. Что думаю я? Не хочу я видео загружать. Ну, думаю, ладно, сделаю передышку, да, на Рутуб и Ютуб. Вы знаете, да, после Дзена у меня выходит с большим опозданием, уже с большим, да. Наверное, не наверное, а в 2 недели опоздания. Сначала я загружаю на Рутуб, а через 12 часов или 24 я смотрю по аналитике. Если аналитика падает, то я загружаю уже в YouTube и опять, короче, так вот. Смотрю я. И думаю, может быть, вообще просто уйти из соцсетей пока на время, ничего не записывать, ничего не выкладывать. Как говорится, уйти в себя, в свою, ну, в нирвану, в личную жизнь. Потому что постоянно мысли бегают всякие в голове, то, что нужно записать, вот это все, да, это тоже для меня сейчас в данный момент как бы, ну, лишнее. Но я каждый день по несколько раз об этом думаю. А рука так и тянется. Блядь. Я думаю-то думаю, да, чтобы меня это не отвлекало, потому что все равно меня это в жизни отвлекает, в моей сейчас прострации. Мне надо взять себя в руки и выучить правила дорожного движения. Но опять рука тянется. И, знаете, эти мысли не дают мне покоя. Насколько только я уже заболела вот этой своей блогерской деятельностью, вот честно, это уже болезнь, наверное, хроническая, оно не лечится, что мне нужно взять камеру и записать, поговорить, рассказать, записать, ну, естественно, соответственно, выложить. Ой, можно было бы записать и не выкладывать пока. Ну, я человек такой, понимаете. Вот такой человек я. Пью я холодный сок березовый. Уже вот практически бутылку выпил, но сока много нельзя. Вообще сок березовый не пьется больше 1 стакана. Но я уже сегодня мазанула с пол-литра. Так. А потому что жарко пить хочется, и он временно охлаждает во рту. Вот. Валялись, с Коляном разговаривали. Насчет мамы. Мама, говорит, орала по телефону тебя, просила 1000 рублей, что ты ей не отдала. Вот. Я заплакала, короче. Он говорит, ты успокойся. Я говорю, что она на меня всегда орет? Что ей к спеху шли 1000 рублей? Ну, и немножко им пожаловалась. Да, хочется... Ну, не могу я всегда быть сильной. Я, как любая женщина, девочка, хочется быть иногда слабой. И услышать, конечно же, слова близкого человека, чтобы, ну, пожалел, поговорил со мной в этот момент. И, короче, это... поддержал меня, да, что-то посоветовал. Я знаю, там он ничего нормального не посоветует, но все равно, но все же, мне очень приятно, что на меня он сразу внимание обращает, там бросает свой телефон, старается поговорить, вот. Не обращай, говорит, внимания вообще, просто не обращай, забей. Она говорит, такой характер у нее тяжелый, Татьяна Аркадьевна, что теперь сделаешь? Я говорю, Коля, вот я вчера была на кладбище, съездила, свозила там, я вчера ему ничего не рассказывала даже, свозила, говорю, там эту бабушку помянула, говорю, купила прянички, вафли, говорю. Хорошо, говорит, а вот у меня, говорит, далеко. Я говорю, давай к твоим тоже съездим. Ну, мама с братом у него в той деревне, где у них дом, а дедушка с бабушкой, короче, там, в Чебоксар где-то, я не знаю, в Чебоксарском районе, я не знаю, где это. Дедушка в одной стране, или вместе они лежат, я не знаю. Папа лежит, я не знаю, где тоже. Наверное, может, на своей родине, ну, где-то в Чебоксарском районе, я не знаю. Очень далеко, туда-сюда. Ну вот.
Я тем более не знаю. Он не хочет, а я вообще тем более. Я-то что? Мое предложение было. Ну, далеко так далеко. Да, была бы машина, была бы своя машина, сели и поехали. На выходной день я бы даже сказала бы, Коля, поехали, он бы поехал. Вот. А так, Привет! Я как-то заебись. Показал и не показал. еще не успела я показать, только села я. А так, ехать короче, на транспорте, на общественном, ну, знаете, да? Малько это все далеко и вообще неудобно. Холодный холодильник, она теплый, больше нету. Да? Ну, Да. положи в холодильник. Это в морозилку положи, в морозилку. Квас купил. Послала я его за квасом, он потому что запил холодный квас, а я пить хочу, а соком я не могу напиться. Вот. Он показывает свою работу. Это он все набрал. Посмотрите, сколько он набрал. 4 литра. Это ведро 5-литровое или 6-литровое. Вот здесь 4 литра ягод. Ой, посмотрите, смотрите. Это его работа на сегодняшний день. Тут на 4000 рублей. 8 штук остался, последний 8. Все, Сигарету купил последние 8 пачек. Все. Вот, видите? Конечно, продавать ее никто не будет. Тут у нас и нету денег. Но продавать ее никто не будет. Я ее заморожу. Продавать не буду. Я ее Молоко заморожу пусть с пьешь. молоком, да. С молоком. На. Вот так что Ага. Коляну говорю, Коль, не ходи-ка завтра на работу, иди за ягоды. Как разорался, девочки? Ага, заработано. Как разорался, блядь. Он хорошо собирает. У меня мама набрала немножко, литра 2, может, 1,5, я не знаю, я не звонила. Мелкую набрал. У мамы крупнее ягода, а у него мелкая. Мелкая. Как он эту вот мелкую ягоду никто не собирает, а он собирает. Мелкую, это надо сколько трудов. Конечно, он устал. На, Коль, поставь холодильник. Прошагал он 10,5 тысяч шагов. Я сегодня прошагала 3,5 тысяч, вчера 6 тысяч. Но у меня 10 тысяч не получается шагать никак. Вот. Меня их к этому не сравнить, я же девочка. Что я делаю? А вот я овощи немножко притушила. Морковку, лучок. Морковку порезала, лучок и перчик болгарский. Так притушила. Варится у меня здесь. Я купила, приехала 2 картошины. Я говорила, да? Новый урожай. Ровно 2 картошины. Крупные. Мясо вот порезала. От косточек. И вот у меня варится. Это у меня сейчас варится. Сварится. У меня 4 пучка щавеля купила. Я порежу пока 2 пучка. И посмотрю. Ну, куда весь щавель? Конечно, он испортится, наверное, я не знаю. Но испортится, выкину, девочки. 120 рублей весь щавель был. На 60 рублей выкину. Но я не могу изрезать весь щавель еще. Вот. Вот видите, мамина ягода. Мамина ягода, да? Она крупнее, видно ее. А у Коли мелкая, но тоже хорошие ягоды, как ягода земляника. Но мелкую ягоду намного сложнее собирать, да? Коля, конечно, у меня молодец. Вот. Сейчас это все поварится. Ну, запущу овощи, щавель. Ну, как вот так. Зелень. Купила, я зашла как раз картошку, покупала 4 упаковки. Печенье со скидкой там какое-то продавали. И вот, короче, это, выпечку нам. И все. И вот Колян сейчас ходил. Вчера Колян купил мне упаковку воды. Я ему сказала, иди купи. Она тяжелая, таскать не стала. Тарханскую, свою любимую. Он купил. Сегодня он пил ее. Жара. Жидкости надо много пить. Ну, как-то так. Ну, вот что я сижу. Сижу и вот вам записываю видео. Ой, ну, немножко на душе неприятно, конечно, что с мамой так получилось, да. Я переживаю, я не могу сразу остыть. Вот. Все что угодно, да. Там с посторонними вот этими комментаторами, там, я быстро все забываю и вообще. А вот когда ссорюсь с родными людьми, да, или недопонимание получается, я, долго переживаю, дня 2.
выключу. Я 2-3 переживаю. Вот, конечно. Не хочу с мамой ссориться. Конечно, она, по-моему, не сделает. Спасибо, Ириш, тебе за комментарий, да. Ты правильно написала, что старые люди, к сожалению, как ты написала, чаще всего вспоминают, что старость не радость. Но за этим словами скрывается куда более горькая правда. С годами характер не только закрепляется, но и зачастую превращается в нечто очень тяжелое для окружающих. Вот все правильно. И если молодым простительно многое, вспыльчивость, максимализм, даже эгоизм, то старым люди нередко удивляют тем, что становятся невыносимыми, придирчивыми, жестокими. Очень, очень правильные слова. Ты большая, Ириш, молодец, конечно, ты, уже тоже такой возраст у тебя, конечно, мудрость. Все правильно. И самое страшное, многие из них знают о своем. Оля, читаю про старость. Пишут так: успокойся и прими как есть. Их не переделаешь. Будь что будет. Конец у всех один. Да, Ирин, конец у всех один. Но как любая из нас нормальная дочь, да, вот у тебя тоже хотела, ты маме всегда хорошее делать, я знаю. Ты рассказывала. Вот Мария Сатина, да. Любые нормальные дочеря всегда стараются сделать своим мамам хорошее, продлить им жизнь, да, все вот у Марии Сатиной очень болеет мама, очень. Мерцательная аритмия — это очень серьезно, очень. Тем более еще сахарный диабет. Спасибо, Мария, что вы поделились. Вот, лишний вес. А как достучаться? А вот никак. Вот вы говорите, что она на море с вами летает. Вы в курсе, наверное? Ну, наверное, вы в курсе, что вообще перелеты противопоказаны. Если у вас стабильное сердцебиение у нее, то можно летать. А бывает так, мерцательная аритмия — это же очень серьезное заболевание, страшное. И, при нем, да, вы, наверное, вы знаете, что пить надо обязательно ксарелто. Вот это вот, типа ксарелто препарат. Как его? Для разжижения крови. И, конечно, лучше, конечно, не летать. Ездить на поезде. Я не знаю, куда вы ее возите, как вы ее возите. Как бы так. Вот. Тоже бедная женщина. Болеет. Тяжелое заболевание. И вот и мама моя. Мама моя. У нее тоже свои болячки. Тоже нехорошие, вы знаете. И у меня своих хватает, что говорить. Что, у меня меньше, что ли? Все равно я помоложе, что. И хочется маме помочь. Мама как-то, знаете, как стучаться в закрытую дверь. Конечно, это все обидно. Это нехорошо. Вот моя бабушка. Просто я хочу тоже про бабулю сказать. Когда дедушки не стало в июле, 6 июля, по-моему, были похороны. Вот, да. А мы же уехали. С Колей-то мы познакомились в августе, в том же году, как не стало моего деда. В августе. А стали жить где-то в конце октября, что ли, в начале ноября с Колей, да? Нет, в октябре. И мы уехали. Уехали в Чебоксары. Там устроились на тремзавод. Так вот. И бабуля потом сказала: вот, а мы же там жили у бабушки с дедушкой Колиных. Тоже была еще та эгоистка. Вот, меня ты бросила, никому я не нужная, я плохо себя чувствую. Это был декабрь, уже конец декабря месяца. Я заболела, у меня недомогание, кашель и все такое. А я ей говорила, девочки. Я ей говорила еще, когда деда не стало. Я говорю: бабуль, давай я вместе с тобой буду жить. С Ладошкой и с тобой.
Она, знаете, как сказала? Не надо. Ты, говорит, живи, а Владку мне не надо. Как это Владку не надо? А куда мне Владку девать? Она, ну, ей не нравилось, когда еще... Ну, Владка-то уже был тогда подростком, а тогда, когда он еще был маленький, мы ходили к нему в гости. А Владка вообще был скромный мальчишка у меня. Ну, и как бы у своей бабушки он еще мог вести себя как хотел, да? Там играться, молотками стучать, когда малыш был. Вот, а про бабушку он боялся. Но она строгая у нас, что говорить. Вот, и если он прыгнет, например, у нее на диване, это уже все, это катастрофа. Нельзя было прыгать там на кресле, на диване, но это же дети, да? Вот, а в то время уже Владка был подросток, у меня Владке 12 лет было. Он бы не прыгал бы, да, как маленький, любил скакать тоже, да? И чё? Она сказала, я рассказывала тоже про это, она сказала: Оля, ты, говорит, приходи, живи, а Владку не надо, ты можешь его бабушке оставить своей, ну, моей маме, что такое? Я, конечно же, ну, не пошла, как я пойду без своего сына жить? А я ей предлагала. Вот так. И потом мы приехали в декабре, бабушку уволились, я сказала, с завода, да. С Колей приехали, пришлось уволиться, вы знаете, как мы увольнялись там и все такое. Что пересказывать, одно и то же, из пустого в порожнее. Вот. С бабушкой я стала заниматься, пошла лекарство, ну, от простуды, у нее простуда была. Стала лечить. Угу. Ну, это-то я простуду вылечила. Она все равно хотела, знаете, как она не хотела вместе с нами жить, а чтобы я к ней каждый день ходила. Ну, извините меня, у меня тоже своя семейная жизнь. Вот, и у меня работа и свои дела. И я вообще к ней не могла ходить, например, каждый день. А в субботу-воскресенье нужно и белье стирать. Я белье стиралась, вы знаете, как кипятилась. Я рассказывала. Потом в тазах это все замачивалось. У меня большая стирка была 2 дня, суббота на воскресенье. Потом идешь на колоду, это все полощешь. Я показывала, где это все было, происходило на речке там. Угу. Я выбирала ей время приходить 1 раз в неделю. Но я не могла набегаться. А проще было бы, если бы мы вместе бы жили, да, и все. И места там хватало, и в доме-то живи, и все. Нет. Суета, шум мне не нужен. А приходить я извините, она обижалась на меня. И вот. Вот характер. А в феврале ей стало плохо. В конце февраля ее не стало. У нее стенокардия. А потому что характер тоже. И стенокардия, видимо, и сахарный диабет был, просто она не знала об этом. Ну, в то время не проверяли ничего. И там еще что-то у нее выпала матка, она никому не рассказывала, она говорила, что у нее кровоточила, она тряпочки всегда меняла, и говорит, боком садился на диван, она не могла так сидеть. Потом уже, под конец, все, она нам открыла карты. Мы не знали, там, может быть, у нее онкология была, я не знаю. Но факт то, что когда бабушки не стало, вскрытие никто не разрешил из дочерей делать ей. В силу ее возраста, да, 79 лет, она в больнице умерла. И, короче, прям не делали вскрытие. Вот. Поставили стенокардию, а потом тетка говорила, надо было сделать вскрытие, потому что, может быть, онкология матки была, потому что она что-то жаловалась там. У нее же миома была, а миома-то была у нее в 40 лет. В 40 лет, и она была у нее, говорит, большая, и она хотела в Казани ее удалять, а она ее не удаляла, она ее оставила. Что там было, я не знаю. Вот так. Тетка больше знала, она с теткой там вообще прям очень сильно делилась, да. Та приезжала раз в год, и она с ней прям все разговаривала, и телефонные переговоры заказывала через почту, там это все разговаривала она с ней. Вот. Вот так вот. И что, конец-то, вот хочу сказать, конец-то. Конец-то один. А вот если бы, знаете как, а если бы бабуля слушалась, да, вот. И я же ничего жене не хотела плохого. Я просто предлагала вместе жить. Все. Чтобы могла я за ней смотреть. И она бы, может быть, и прожила бы подольше. А почему бы нет? Береженого Бог бережет. Мы же все знаем об этом. Чему быть, тому не миновать. Да, конец один. Но не хочется же, да, чтобы родные люди уходили
бы со мной 79 лет, она могла бы еще пожить. Сейчас, конечно, уже бы ей же было там, ну, 99, 98. Но 79 лет еще не возраст. Вот так. И это все непослушание. И маме также говорю: мам, условия, ну извините, что я повторяюсь, да, просто к этому опять пришла. От чего уходила, опять пришла. Вот хочется же, да, мам, вот все же, я ей вчера все разъяснила. Я тебе продлеваю жизнь. Я ей всегда много-много раз повторяю одно и то же, что я очень хочу, чтобы она жила, что она у меня одна, что самый родной и близкий человек мой, что я ей только хочу хорошего. Я ей всегда об этом говорю. Всегда. Что если ее не станет, мне очень будет тяжело. Мне, знаете как, не физически, не материально тяжело будет, мне морально будет тяжело. И все это хорошо понимаете. И поэтому есть она, да, вот есть. И я живу, я знаю, что хоть поссоримся, хоть мы чего, да, поругались. Я могу к маме позвонить, я услышу ее голос, я ее могу увидеть в любой момент. Вот. Естественно, соответственно, я очень хочу продлить своей маме жизнь. Это нормально. Это нормально. А она нет, она вот все настырная, она настырная, блядь, пускай она будет жить короче, пускай она будет жить хуже, но она будет жить по-своему. Это же неправильно, вот этот характер, вот это вот, блядь, вот это все в характер. А есть же женщины, мамы, да, бабушки, они соглашаются. Да, сказала Боля, конечно. Она же подсознательно понимает, что я к ней только с хорошими намерениями. Она же мне сама говорит, что ты у меня очень хорошая. Подсознательно иногда она мне об этом-то говорит. Вот. А знаете, очередной коробки-то у нее все это есть, понимаете? А как вы думаете-то? А делает-то все вот иначе. Иначе и все. Конечно, я плачу от боли в душе плачу. Вот. От обиды, то, что она мне наносит. Неправильно. Но я на маму зла-то... Я вообще человек такой, я вообще зло вообще не держу никогда. Вот. Даже на плохих людей, честно скажу. Я просто сам по себе такой человек. А уж на маму тем более. Хочется только хорошее. Ну, не слышит, не хочет. Просто, знаете, вот, я же знаю, что, но, если не контролировать все это, не смотреть, будет только хуже, да. Ничего хорошего не будет. А я не могу к ней набегаться туда, через этот овраг. Не хочу я туда бегать, блядь. И ничего я не могу сделать. Вот так. Отдам я ей 1000 рублей-то 20 числа. Отдам. Что на меня обижаться, блядь? У меня там сейчас налички вот 1500. Коле надо сейчас на дорогу дать 1000 рублей. И себе оставить на проезд. И вся любовь. Сейчас отдайте, как вот ему на работу, а мне туда ночь, боксаж на вождение. Как мне ездить? Да никак не поедешь, блядь. И вся любовь. Вот такая история. Она же там не без денег сидит. Я понимаю, что это ее труд. Ну ничего. Подождет. Подумаешь, какая краля. Что с ней станется? Ничего не станется. Подождет. Надо пережарку положить. Ой. Вот так вот. Что делать-то? И вот это я все думаю, да, все взвешиваю. Вот бабушка не слушалась. Дедушка у меня упал. Он, знаете как, перед смертью за полгода
стоял, он же был на протезе, он стоял на мостке, там канава, я рассказывала, там у нас это сточные воды протекают мимо домов, которые дедушка в феврале чистил от снега. А там мосток деревянный к дому, у всех там мостки. Вот. И он стоял на мостке. И он отступился и упал в эту канаву. И ушибся. Ушибся он спиной, задом. Он в канаву свалился, ну, отступился как-то. И ушибся в этот мосток, об край мостка деревянного. Когда туда падаешь, он же упал на коленки, на протезе-то. Он же качался, с палочкой ходил. Что его качнуло? Ну, что, пожилой человек, 83 года с половиной. И он ушибся. И у него сильно очень болело. Очень сильно болело. Он никогда не жаловался на боль. Он никогда не говорил, что у него болит. Но ночью, когда он спал, дед мой любил спать, укрывшись носом под одеялом с головкой, и стонал. Ночью во сне, ну во сне, не во сне, он стонал. И бабушка говорила, что у деда что-то болит. И я приходила и говорила: дед, Царство Небесное, пойдем в больницу. Вы что, это же концлагерь, какая больница? Я говорю: дедуль, пойдем в больницу. Это нехорошо. Надо провериться, говорю. Ты что-то там ушиб. Дышать ему было больно. Вздыхать, выдыхать. Что-то там он там, может быть, он ребро там сломал. Я не знаю, что у него там было. Надо было сделать рентген. Не пойду. Никуда не пойду. Вот. Ну, он ходил, все. И вот вечером, уже, ну это прошло, сколько, полгода прошло, они накануне сходили, белье полоскали, бабушка настирала, дедушка, как обычно, вез тележку с корзиной, с бельем на колоду туда, на речку полоскать. Бабушка полоскала, потом дедушка вез назад, они поужинали, сели. Ну, все как обычно, в 6 часов у них был ужин, в 5-6 часов. Бабушка развесила белье, они сели, поужинали. И ничего не предвещало вообще плохого. Сели смотреть новости. Они смотрели телевизор, вот эти новости в 9 часов начинались. Вести, что ли, как они называются. Вот. Ой. И все, девочки. Посмотрели. 9:30 вечера. Бабушка говорит: я пошла спать. Дед, выключай телевизор. Если хочешь смотреть, то они же отдельно спали, ну, на разных постелях. Дед говорит: ну, раз ты пошла, и я пойду спать. И все. Пошли спать. Легли спать. 4 часа утра. Ничего не предвещало, все было нормально, все было стабильно и ровно. В 4 часа утра дедушка проснулся и кричит: Маша, я умираю. Маша, я умираю, пришла смерть. Что такое? А у них стационарный телефон был. Ему провели как ветерану войны. Вот. Он не работал на тот момент. И она побежала к Людке, к соседке, рядышной. Побежала и говорит: Люда, с дедом что-то не то, надо скорую. У тебя сотовый есть? Вызови скорую. Бабушка-то у них сотового не было, она не умела пользоваться. Вот. Люда вызывает скорую. Приезжает скорая часов в 6 утра. Давление у деда 60/40. Упало. Ничего не предвещало, блин. Ничего не знаю. Упало давление. Все. Скорые говорят: нужно срочно в больницу.
Мы ничего сделать не можем. Дед говорит, не поеду в больницу. Не поеду. Не поеду. Сделали какие-то ему уколы, чего-то ему сделали, ему стало немножко полегче. Вот, я же помню это все, как происходило. Бабушка позвонила ко мне на сотовый телефон. Сказала, Оль, так и так. Я прибегаю. А что я, девочки, прибегаю? А ничего. Уже пришла, уже где-то ближе к 9-10 часам. Дед лежит, задыхается. Задыхаться стал. Ну, плохо ему, плохо. Вызываем скорую. Вызываем скорую. Что делать? Ой, какие кисленькие, вкусненькие. Я не буду никакой приправы ложить. Такие интересненькие, девочки, кисленькие. Вкусненькие, посмотрите. О, какой, видите? Похлебочка какая хорошенькая. Очень вкусненькая. Никакой приправы не хочу. И вот. Ой, блядь. Скорую-то вызвали. Скорая приезжает. Говорит, ему там давление низкое. Ему еще хуже. У него пошел отек легких. С чего пошел отек легких? Ничего не поймем. Ничего не поймем. Ни с того, ни с сего. Вот он ходил на ногах, и у него в легких стала набираться вода. Все. А вода или что там, отек? Он говорит, умрет у вас. Надо везти в больницу. А он ни в какую. Нет, вы что, фронтовик. Он весь фронт прошел до Берлина. Он разве пойдет в больницу? Вы что, в своем уме, что ли? Ага, в больнице. Тут приезжает у нас тетка, Сережка приезжает. Все приехали. Было уже 3-й день, 3-го дня. Мы пришли с мамой. Дед, в больницу надо. Дедуль. Оль, надо, что ли, точно в больницу? Я говорю, дед, тебе только надо сделать рентген легких. Я говорю, мы тебя привезем домой. Точно заберете назад. А у него уже, знаете, он уже сидя стал лежать. Не вдоль кровати, а поперек. Подушки так поставили, уже сидя. У него, ну, легкие уже это оттекали. Скорую-то вызывали каждый день, а что скорая приедет и все. Вот. Точно, точно, где? Точно. Он же ничего не ел. Врачи сказали, умирает. Кошмар, блядь. Ничего не предвещало. А этот ушиб, наверное, был. Я все же думаю, это был ушиб. Надо было вовремя идти в больницу. Вот так вот. И что? Послушал он меня. На стуле, со стулом, сидя на стуле, его повезли в больницу. На стуле. Вы можете себе представить? Его, потому что он ходить уже не мог, а легкие отекли. И вот на стульчик его посадили, на простой стульчик. И со стулом Сережка с ребятами, со своими друзьями занесли его в скорую помощь, посадили. Вот. Посадили, увезли. Я, конечно, там тоже с дедом была, в реанимацию. У нас там посадят, пускают в реанимацию, не как в городах. А там этот Сергей Васильевич, он до сих пор работает у нас. Дай бог ему здоровья. Заведующий реанимацией. Он раньше на скорой был главврачом. Он всю жизнь у нас работает. Вот. Я ему говорю, Сереж, что с дедом? Ну, мы Сережкой-то раньше как бы, ну, как знакомые хорошие были, там, с компанией выпивали вместе, были времена. Это, ну, далеко это молодость. Тут с работой никак с ней не связано, поэтому я его Сережкой называю. Вот. Я говорю, Сереж, он такой, сейчас ничего не могу сказать. Давайте до завтра. Тут принесли кашу. Кашу принесли на вечер. Я говорю, дед, надо покушать. Дайте я покормлю. А я сижу возле него в реанимации. Никого не пустить, только меня. Угу. Или не заходили. Я не знаю, что они там. Никто не заходил. Он такой,
А ему сразу этот кислород в нос воткнули. Лаврушку запустила. А он мне говорит: Ольга, вот ты какая. Я какая. Лежит на потолок, смотрит и говорит: а, кислород в носу. Вот ты какая. Сказал, ведь назад приведешь. А тут оставляете, да? В концлагере. Прям, вот, прям истинно Бог говорю слова. Тут оставляете, говорит, да? Я ему говорю: где, дедуль? Ночку полежишь, тебя сейчас анализы возьмут, тебя проверят, и мы, говорю, тебя заберем. А покушать кашу надо. А он уже ничего не ел дома. И вот я его стала с ложкой кормить. Ну, меня дед любил. Да он вообще всех любил, но я не знаю, но он как-то меня больше слушался в этот момент. И я его с ложки покормила, полтарелки каши съел. Я это все помню, как вчера. Полтарелки каши съел и больше, говорит, не хочу. А в носу эта трубка, он лежит, все, на подушке, как положено. Больше, говорит, не хочу, не буду есть. Не заставляй меня. Ну, не хочешь, ладно, говорю, слава богу, хоть это половину съел, и то хорошо. Ладно. И мы ушли. На следующее утро мы, конечно же, рано приходим, где-то в 6 часов мы уже пришли. Я спрашиваю: Сереж, так, как дела? Он говорит: ну что, мы проверили, инсульта нет, инфаркта нет. У него, говорит, отказывает все. Износ организма, износ. Дедушка же у меня с 18 лет на фронте был. 4,5 года до потери ноги. Ногу там оставил, глаз. Вот. Всю свою молодость, все свое здоровье. Всю жизнь мой дед работал грузчиком и кочегаром. Нет, продавцом. Но еще работал вначале, помоложе был. А потом уже грузчиком и кочегаром. Ну, у него было 7 классов образования. У бабушки было 2 класса образования. Он отчеты писал. Они проработали 47 лет в райпо в одной организации. Бабушка продавцом была. До этого она на фронт шила шапки, фуфайки в 15 лет. Вот. Ну, как бы так, девчонки. Ну, что я хочу сказать. Дед построил дом, баню, у него было 3 лодки, он и рыбачил. Он всю жизнь работал. Всю жизнь. У него руки были как кувалды. Вот. Все один. Он у нас пилил дрова один, каждый год по 2 машины, колол один, складывал один. И скотину держали по 2 свиньи с весны до осени, до Нового года, каждый год. И куры были, и гуси. Все было. Все было. Работали они как каторжные. Вечером, конечно, дед напивался, а утром он опять на работу, как что у деда никогда похмелья не было. Он не знал, что такое похмелье. И организм, конечно, износился. Конечно, износился. И всегда все тяжелые работы, копка огорода. Бабушке нельзя копать. У бабушки варикозное расширение вен на ноге было. Левая нога у нее была, или правая, не помню. С большим варикозом. Там была трофическая язва насквозь, где щиколотка. Вся нога была раздутая в этих узлах. Бабушка всю жизнь ходила с перевязанной ногой. Одна нога больше, другая меньше. Всю жизнь нога перевязана платками была. Там несколько платков на ней было намотано, на этой ноге. Чтобы не дуло, не продуло. Этими мимиё там, не знаю, там, что она туда закладывала. Вот. То у нее язва закроется трофическая, у нее насквозь прям такая вот язва была. Насквозь ноги. То откроется. Дедушка все тяжелые работы делал, все. Вот. Дедушка очень любил нашу бабушку. Очень ее жалел всегда. Бабушка орала по-всякому на деда. Ну, это ладно, это уже не важно. Ну, как то, что прожили 60 лет. 50 лет стол накрывали. Соседи, родственники, все были. Золотую свадьбу дома отмечали. На гармонии играли. Дядя Вова Некрасов очень хорошо играл на гармонии. Это зять наш у бабушки-то. Вот. Ничего, 50 лет отмечали. Кто бы мог подумать, да? Все жили хорошо. Он еще лежал, когда дома, и говорил:
Меня, говорит, Маша вылечит. Мед, творог. У нее же все, продукты всегда были. Ну, простая похлебка, там что-то, творог, какао бабушка варила. Ну, простой, все простое. Никаких каши были, когда гостей не было. Когда гости, да, приезжали. Если приезжали гости, так там вообще все деликатесы были всегда. Всегда были лещи. Она всегда ходила в рыбучасток и покупала свежих самых лещей, жарила. Вообще там всякие нарезки, все. Вот. И вот. Дедушка очень доверял бабушке. Я всегда верил. И мы с больницы его забрали. И Сергей говорит, хотите забирайте, хотите оставляйте. Все равно, говорит, он умрет. Износился весь организм. Сердце крепкое у деда у нашего было. У него был геморрой хронический, кровоточил всю свою жизнь. Я-то не видела, бабушка все знала. Она ему покупала лекарства, какие-то капсулы пила. И амагель он от желудка пил. Всегда, чуть ли не каждый день. Вот. У него изжога постоянно была. И кровоточил геморрой. Я вот об этом знаю. А так где-то никакие препараты не пил. У него была грыжа на животе. Здоровая такая, бандаж носил. Протез этот тяжелый таскал. Вот. Ногу всегда культю натирал в кровь. Всегда. За целый день. Потом сидел, мазал ее перед сном. Болела у него всегда эта нога культя. Я это все видела. Жизнь у моего деда очень тяжелая была. На одной ноге ведь все. Всю свою жизнь. Вот так. Вечная им память. Трудоголики были, трудоголики. И вот, и что, конечно, мы его опять забрали на стуле домой. Сережа купил баллон. Не знаю, купил или что, настал большой. Сначала маленький баллон привез, наш Сережка, брат мой двоюродный, кислородный, такой маленький. А потом большущий баллон привез кислородный, такой здоровый. Маски купили в аптеке. Еще много-много лекарств всяких купили. И дедушка уже сидела вот так вот поперек кровати под кислородом, под маской. Сидел. Он был в сознании, все. Ну, уже мы сидели все рядом. Я гладила ему ногу здоровую. Я сидела рядом на стульчике. И у него нога здоровая лежала на моих коленках. И я сидела и гладила ему ногу. Ну, ночью я уходила домой ночевать. Утром приходила. И бабушка сказала в то утро, когда дед умер. Он умер в 8 часов вечера, без 5-8. Утром говорит, Маш, говорит, приходили сегодня все друзья, а у него все коллеги, друзья, они все умерли намного раньше. Это кто на 10, кто на 20 лет раньше. Дед всех пережил. И он сказал, я, говорит, живу долго благодаря Маше. Вот. И говорит, приходили, вот тут все сидели, говорит, вот тут рядом с кроватью. И жены неспокойные приходили. И сказали, Аркадий, сегодня ты уйдешь к нам, придешь вечером, 20 часов. Вот это, ну, я-то не слышала, это бабушка рассказывала. Вот. Ты, говорит, ордер Красной Звезды оставь, не клади, говорит, в гроб-то. Внукам оставь. Потом у Сережки он оказался, мне никто его не дал, этот ордер Красной Звезды. Я у Сережи видела его в Можайске. Вот. Паспорт, говорит, дадут другой. Как, говорит, жить-то хочется, говорит, как жить-то хочется, говорит, Маша. А жизнь-то закончилась. Все. И вот вечером я сидела, ему ногу гладила. Он вот так вот, ну, что, он не разговаривал, под маской лежал, все, там, дремал, лежал. Он маску скинул, я никогда этот момент не забуду. Он маску скинул. Да, у него левая нога была здоровая, правая была вот больная. Я вот так сидела. Вот так сбоку. В кровати. Кровать была вот с этой стороны, и он так на стене сидел. И он вот так, вот знаете, он в трусиках был. И раздетый по пояс. Раздетый, просто в трусах семейных. Бабушка ему шила трусы всегда.
на швейной машине. Эти бязевые. И он вот так вот маску скинул, вытянулся, на левый бок перевернулся и покрылся. Стал покрываться, покрываться тело стало, как, знаете, как это, как называется-то? Сеточкой. Ну, паутиной, как паутина. От ног пошло вот так вот, сетка синяя. От ног, от ноги и выше, на тело там. Это уже все. Он повернулся на левый бок сам. По возможности, насколько было возможно, вытянул свое тело и немножко обкакался чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Таким, знаете, цветом, как у ребенка. Жидкий. И так вздохнул, и все, и перестал дышать. Вот так. Такая история. Помню я все как вчера, и, конечно же, это очень страшно. А если бы дедушка послушался бы, я думаю, да, пошел бы в больницу, когда после падения с этого с мостка в канал. Бабушка видела, она говорит, смотрю в окно, дед стоял, болтыхнулся, говорит. Ну, он же на протезе, а уже и пожилой, поскользнулся ли, что ли, потом вылазил с этого канала-то. Вот, а дед-то был у нас настоящим мужиком, он никогда не жаловался. И он никогда не слушался. Вот и говорят, чему быть, тому не миновать. Что будет, то будет. Так же у мамы, наверное, характер. Ну, мы все одинаковые, что, все одной крови, да? Мама в деда, а я в их породу-то куда деваться? Ну, куда деваться? Все мы с характером, с таким мы характером. Не пойду, не буду, и все. Не хотят слушаться. Вот такая грустная, очень грустная история, я вам рассказала. Более подробно, как все было. А бабушка потом в феврале вот с инокардией тоже все приехали на третий день, только отвезли ее в больницу на третий день, тоже не ехала никак, а в груди у нее болело все. Уже тетка приехала, мам, надо ехать, и она уехала. И она приехала через 2 дня на такси. Сколько были там, с ладошкой, канал Колька откопал, сзади дома надо было тоже снег убрать, она приехала проконтролировать. Я пылесосила. Зачем пылесосишь? Пылесос горит. А мы баню топили еще накануне там. Я у бабушки ключи взяла с ее разрешения. Она приехала, все ли в порядке. Собаку накормили, кошку накормили, на такси приехала. С какой-то бабулькой в доме закрылась там на крючок. Что они там делали, я не знаю. Мы на кухне были. Пылесос говорит, оставь в покое. Там у нее же паласы, ковры, и все это в половиках, все чисто. Ну, надо же все равно пропылесосить. И все, через минут 15 выходит и говорит, я, говорит, Оля, хочу, говорит, этот куриного бульона свари, говорит, мне достань, говорит, кусок курицы с холодильника. Я сказала, ладно, бабушка, сварю. Они взяли такси, и она опять уехала в больницу. И она сказала, я там лежать не буду, прошло только 2 дня. Я говорит, чувствую себя лучше, мне делают укол в живот, ну, видимо, крови разжижающий вот это гепарин, и капельницы ставят. Я там лежать не буду, все, как все там лежат, что я там буду делать? Угу. Через 2 дня приду. Ну и вот. И в 3 часа ночи пошла в туалет. А с стенокардией вообще нельзя шутить. Если нельзя с кровати вставать, если нельзя лишний раз шевелиться. А она неугомонная. Пошла в туалет. А бабульки говорят, нету Маши. Нету Маши. Смотрит, она в туалете мертвая лежит. Сердце остановилось. Такая история. Бабушка всю жизнь страдала сердцем. У нее всегда был в карманах везде. Вот это вот. Валидол у нее был всю жизнь. И желтенькая маленькая таблетка. Не помню, как называется. В сумках, везде, в сетках у нее вот это все было. Вот эти таблетки. Больше никаких таблеток не было. Все. Ну и настойка этого с Алтая она выписывала этот у нее пакетик жидкая, таких как чайные пакетики. Она настойки делала припиху, и там вот это, все вот это вот она делала.
еще эти алоэ, там она тоже на водке делала алоэ, цветок, там еще что-то, какие-то настойки были у нее, я не знаю. Таблеток никаких у них не было, ничего. Вот я говорю, у деда была таблетка от геморроя, амагель в холодильнике стояла. У бабушки, я насколько помню это все, вот это вот валидол и вот эта вот таблетка желтенькая была, видимо, от высокого давления. Все. В больницу они не ходили, ничего им не надо. Жили потихоньку. Всегда. Спокойно. Делами своими занимались. И вот так вот. Раз и все. И все. 60 лет. 2 месяца дед не дожил. До 60 лет совместной жизни. Такая история грустная. Царство небесное. По земле и будет пухом. Поэтому я очень сильно переживаю за маму, я всегда за нее боюсь, и она не слушается все равно. Лак почему-то трескается, не знаю, что трескается. Все равно не слушается, не хочет слушаться, что я могу сделать. А ничего не могу сделать. Вот так. Да, чему быть, тому не миновать. Один конец у всех. Когда он будет, один Бог знает. Поэтому нужно всегда жить, стараться с честью и с достоинством. Не ругаться, не лезть всю жизнь жизни, как это делают всякие хейтеры. Сейчас и вот эти новые названия придумают. Мейтеры, сталкеры. Тролли, тролли появились. Раньше троллей же не было. Тролли-то появились, ну сколько? Лет 10 назад, наверное, появились тролли. Вот. Раньше жили спокойно без них. А потом появились вот, может, 10, может быть, лет 15, нет, 12, может быть. Ну, не было раньше троллей. Не было. Потом вот эти тролли появились. Никто не записывал никаких вот эти видеочаты, люди прямые эфиры вели в начале, да, на Смотрикоме. Никто никогда никого не записывал, никто никакие видео не сохранял. Потом откуда-то все появилось, через где-то лет через 5 все это появилось, вот эти вот полезли вот эти всякие вот эти нехорошие люди, стали записывать чужие прямые эфиры, их сохранять, делать там архив, потом распространять, шантажировать, оскорблять. А эти люди вообще, кто они такие? Они вообще, видимо, ну, ужасные там, дикобразы какие-то, неустройства в своей жизни. И вот этим стали заниматься. Потом появились хейтеры, сталкеры, которые... Да, смотрят блогеров, трансляторов, не дают им покоя, вот, копают там, вытаскивают вот это грязное белье чужое, скелеты в шкафу и все в этом роде. У них, видимо, я так понимаю, со психикой все очень сложно, вот, у них там жизнь не устроена, я так это понимаю, потому что, знаете, что я хочу сказать? Нормальный человек, нормально, адекватный, этим заниматься не будет. Он не будет заниматься. Этим занимаются больные люди, неадекватные больные люди. У них со психикой очень большие проблемы от их неустройства в жизни. Вот. Сломана психика, и они, ну, у них же зависть, и у них вот эта вот злоба, зависть, вот это все, да, корысть, вот это сделать больно, причинить боль, плохо человеку. Они лезут, кому лезть? Лезут, конечно же, к людям, к блогерам. Вот это вот появились обзорщики, то же самое, называли себя обзорщиками. Почему законов нету? Почему не прижмут этих обзорщиков? Сидят они, да, они же не просто обзирают людей чужих, они же их гнобят, доводят до суицида, вот. Это же очень страшно, понимаете? Там.
ко всему приводит. Кто-то сильно держится, да, а кто-то слабый, ну, руки на себя накладывает, спивается там. Ну все, они до чего доводят? Да, плохого доводит, до страшного. Вот. Не знаю, почему все так. Почему на это никто не обращает внимания, почему этим никто не занимается, хотя закон-то писанный для всех, но закон-то есть, да? Ну, никому никакого дела нет. Вот Оля, да, многодетная, родила на 13 детей, да, что только с ней не делали. А что, она переехала с Москвы в деревню и стала заниматься сельским хозяйством. Я ее раньше смотрела, сейчас не смотрю. Нормальная девчонка, она поднялась с низов, с колен. Ну да, ну там, первый раз у нее вышла замуж в 15 лет, она родила 2 детей. Потом она второй раз замуж вышла, там несколько детей родила. Потом она 11-го ребенка родила от любовника. 12-го, 13-го она 3-го мужа сейчас родила ребенка. Вот, ну это все ее дети, да, и в 38 лет. Молодая, подвижная, красивая женщина, многодетная мама. Просто, ну, мне она безумно нравилась всегда. Сейчас я ее не смотрю, у меня просто времени нет. Так нет, ее же забили, заклевали же, и в школу, и везде эти жалобы, и полиция к ней домой. Да, вообще, ну просто вообще, это вообще ужас. Это просто ужас. И аферистка, и проходимка, и только кого только из нее не сделали. Это нормально, что ли? Это ненормально, блядь. Почему не наказывают этих людей, я не знаю. Девочки, суп убавился. Он не густой, не жидкий получился. Такой, хороший. Я выключаю все. Ловушку я вытащу. Все, сейчас мы покушаем. Ну, посолить еще немножко. Я сейчас соберу. Вот. Все, ничего такого. Вот, видите? Переварила, наверное, этот траву-то. Обыкновенно похлебка такая. Я хотела такой с кислинкой. Обыкновенно, ничего такого необыкновенного у меня нету. Сварила наконец-то. С Коляном поедим, наверное. Немножко постоит. Я сейчас себе тарелочку налью. Может, не поем. Нет, поем, наверное. А может, не поем. Не знаю даже, что делать-то. Может, завтра поем. Нет, сегодня поем. Я один половничек. Кольца будет, не будет, я не знаю. Сколько-то будет. Со сметанкой, я думаю, вкусненько будет, да? Ой, вот такие дела, девочки. Коля себе обед положил на завтра. Лапшу там с колбаской. И винегрет я ему положила. Салат надо делать. Зелени полно дома. Салат надо делать. Ягоды. Ой, девочки, не знаю, суп поедим, наверное. Надо вот эту картошку выкинуть, я все же думаю. Что, на 3 дня? 3-го дня это картошка, да? Старая картошка вареная, вся взмокла. Что с ней делать, девочки, уже все. Я ее выкину, конечно. Мусор. Нафиг. Зелень сейчас надо... Ай, блядь. Зелень надо было мне насыпать. Сухую зелень. Не буду я ее сухую класть сюда. Короче говоря, что-то за вода какая-то капает, не знаю. От картошки, что ли, не пойму ничего. Откуда капает вода? Мне лекарство бы не накапало. А я не знаю, блядь, а что в холодильнике за вода? Блин. Ладно, посмотрела. А я не знаю, откуда это капает, девочки. На вторую полку. Блядь. Или с картошки. Я не знаю даже, что это такое у меня здесь. Ладно, посмотрела, блин. Лекарство промокнет. Вот привезла, да, смотрите, с Египта. Вот эту хуйню, блядь. Мы ели, я ее выкину. Я ее ни разу не ела. Лайм этот. Блин, не выкидывать. А я его не хочу. Что с ним сделать? Скажите, пожалуйста. Я не знаю, может быть, он дает воду. Не знаю, блядь. Лайм. Ничего я не ела этого. Куда теперь ставить? Я не знаю, куда ставить будем этот, как его называется-то. Девчонки. Ой. Куда будем ставить еду-то? Тут все у нас. Все забито, блядь.
как всегда. Кастрюлю некуда поставить. Ягоду. Сейчас, наверное, ягоду сделаем. Ну ладно, попозже. Сейчас пока суп остывает. Ягоду с молоком сделаю. Коктейль с Коляном покушаем. И супчика, да? И с ягодой. Надо завтра заняться ягодой. В заморозку надо. Надо зелень будет порезать. Еще петрушку с укропом. Лучок зеленый порежу. А это, наверное, я этот выкину. Пакет мусорный. Вот так. Не знаю, там откуда-то вода. От картошки. Не знаю, что это такое. Кто его знает. Супчик хочется. Вот такой супчик. Ой, я давно хотела щавельные щи. Вы любите щавельные щи? Я люблю. Раз в год варю. Там еще щавель остался. Если он не испортится, сварю. Если испортится, то не буду варить. Это усечка. Это кто такой? Это кто такой? Это что за мальчик маме? Видите, я с вами разговариваю, а он рядышком. А маечка там с папой. Это что за мальчик? Мой любимый самый. Мой лисенок, лисенок. Лисенок, лисенок. Мой мальчишка мой. Ой. Пойдемте посмотрим, что они там делают. О, это что такое? Это что за Маугли тут лежит, а? И Майка в спортзале. В нашем спортзале в семейном. Опять беговая дорожка стоит без дела. Это что за Маугли лежит? Умора семьи, умора, девчонки. Колян завтра опять на работу. Я говорю, не ходи, блядь, пойдешь за ягодами. Хуя, пойду на работу. Ладно, спасибо всем за просмотр, за лайки. Девочки, буду конвертировать. Загружу, наверное, сегодня. А что теряться-то? Сегодня загружу, пока записала. Пока по свежему следу 14 числа, 14.08, 17:39. Ой, бывает такое настроение, и взгрустнется, и все тут вспоминание-то. Вот так вот, девочки. Так что не все в руках в наших, да, а все в руках Божьих. Вот так. Дай Бог всем здоровья, вам, вашим близким, родным людям. Дай Бог, чтобы ни у кого никто не болел, чтобы все было у всех хорошо, девочки. Дай Боженька, конечно. Все хотим мы, но не всегда так бывает. Ладно, не знаю, буду записывать, завтра не буду. Я, наверное, может, не буду, девочки, пару дней не записывать. Мне надо все же правила дорожного движения учить. Это ведь серьезно. Учить-то надо. А не записывать тоже не могу. Тоже не могу, девчоночки, не записывать. Время говорю. 3638. 3000 шагов, 638. Я сегодня, когда ехала, хотела купаться, поехать. А потом у нас дождик настиг в лесу. Там такой сильный дождик был, это не доезжая Марпасада. А Марпасад приехали, духота, я пошла, душ приняла, и все. Какой купаться, девочка, когда приехала, дома куча дел. Ну, кто будет что варить-то? И время уже вечер. Сейчас поедим. И все. И отдыхать. Кто-то отдыхать, кто-то будет учиться, кто-то что-то, кто-то расслабляться, блядь. Кто-то чем будет заниматься. Ольга пришел? Ольга, давай девчонкам скажем пока-пока. Давай. Давай, моя собачка. Давай, моя собачка любимая, скажем девочкам пока-пока. Скажи, я мальчик Осик, скажи. Осиф of life по паспорту. Девчоночки, скажи, не болейте. Спасибо, скажи. За просмотр, за лайки, за дизлайки, скажи, за все спасибо, скажи, пока-пока-пока-пока, скажи. Пока-пока, скажи. Да, моя. Да, моя. Полбаночки сегодня корм папой кормил. Одна съела сразу полбанки, а эта из рук съела половину, и все, я оставил. И не доем моя. Ну, что делать теперь? Он такой, мы такие, да, мы такие. Любимые папины и мамины дети. Мы такие. Мое успокоение. Это моя душа. Моя. Давайте, девчонки, все. Бай-бай.